Все, больше не могу так жить, так больше не может продолжаться, думала Марина, прижимая к себе годовалую доченьку. Задремать она смогла только под утро. Вчера Алексей опять пришел поздно и снова выпивший. Всю ночь был скандал и рукоприкладство, муж унялся только в 5 утра. Засыпая с первыми лучами солнца, вся в слезах и заплывшим глазом, Марина приняла важное решение. Надо уходить из дома, надо бежать подальше от этого зверя и из этого жилья. Как ее вообще сподобило выйти за этого изверга замуж, она помнит плохо. Вышла из детского дома, как из заключения, идти некуда, родных нет, угла своего тоже нет, она в полном отчаянии. В тот самый момент на ее жизненном пути и повстречался Алексей. От него перед самой свадьбой ушла невеста. Видимо, уже что-то поняла про своего новоиспеченного мужа и вовремя успела сделать шаг назад. Алексей поклялся себе, что наперекор бывшей женится на первой встречной. Вот Маринка ему и повстречалась в самый несвоевременный для нее момент. Они стали жить гражданским браком. У Алексея была своя небольшая, однокомнатная квартира, и он проживал в ней один. Он вообще был один, у него не было никого, как и у Марины, и она подумала, что они близкие души. Наивная и простодушная, она потянулась к взрослому мужчине. Ей казалось, что именно здесь она найдет опору и покой. Марина еще не знала, в какую западню она угодила. Сначала все было неплохо, девушка нашла работу, зарплата была небольшая, но Марина была рада и такой. Алексей неплохо зарабатывал, и вдвоем им всего хватало. Девушка решила, что ей повезло, и она вытащила удачный билет. Первое время мужчина был заботливым и чуткий, видимо, держался из последних сил, но он превращался в чудовище, когда в его организм попадала хоть капля горячительных напитков. Выпивка в его жизни стала появляться все чаще и чаще. Потом к этому бедствию добавились еще и игры в карты. Оказалось, что ее возлюбленный игрок, причем игрок с большим стажем. Сперва он это все тщательно скрывал, потом почти все, что Марина зарабатывала, он тратил на выпивку и карты. Она уже несколько раз намеревалась уйти, но мужчина стоял на коленях, рыдал, умолял остаться и слезно обещал, что больше такое не повторится. Но за одним последним разом наступал другой, потом третий, а потом она узнала, что в положении. На аборт не было денежных средств, да она и не думала о таком финале. Детишек девушка очень любила и хотела стать мамой. Алексей очень обрадовался такому известию, что он скоро станет папой. Он поклялся Марине, что теперь все будет по-другому. Пару месяцев в их доме действительно царила гармония, но потом Алексей как с цепей сорвался, как будто хотел наверстать упущенное. Глядя на то, как живут другие, она не ждала благости всего мира к своим ногам. И если до рождения дочери он никогда не поднимал на нее руку, то с рождением ребенка стал ее бить. Мужчина находил для этого любые предлоги, как будто вымещал на ней злость за все свои неудачи. Марина лежала в постели с закрытыми глазами и вспоминала слова сожителя, которые он сказал ей накануне вечером, что сегодня он проиграл ее в карты какому-то мужику, которого видел в первый раз. Так что собирай манатки, из завтрашнего дня ты чужая баба, вечером за тобой приедут. Она не могла поверить в такое. Уточнять, что будет с их дочкой, она даже не попыталась, потому что для нее уже было все ясно. Завтра их с Дашенькой здесь не будет. Утром ее разбудил грохот бутылок и ор мужа. «Ты плохая хозяйка, ты плохая мать». Правда, найдя остатки выпивки, он немного подлечился и снова завалился спать. Малышка начала капризничать, и Марина, взяв ребенка, вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. Что же теперь делать? Возвращаться нельзя. Купив пирожок и молоко, они позавтракали в парке. Мысль уехать за город не покидали ее, и она решилась. Сев в электричку и выбрав самую конечную станцию, они уехали из города. Девушка выбрала именно эту станцию, потому что ее название показалось ей каким-то знакомым. Где-то Марина уже слышала это необычное слово «обсыпь». Ей вдруг показалось, что она знает его очень давно, еще с самого детства. А может, это как-то связано с ее прошлым, ведь она ничего не знает о себе. Кто она, откуда, почему попала в детский дом? Она не знает никого из родных и даже близких. В ее деле написано «подкидыш». Приехав на станцию уже во второй половине дня, Марина не знала, как быть дальше. Пройдя по перрону между торгующими овощами и яблоками женщин, она уже думала возвращаться обратно в город.
Ты расскажи, девчоночка, что ты ищешь на станции. Может, жилье снять хочешь? Спросила одна из женщин. Хочу, уверенно ответила Марина, хотя денег у нее было очень мало. Так живет у нас Марфа на хуторе, недорого берет с постояльцев. Здесь недалеко, километра 3, и женщина махнула рукой в сторону леса. Ты иди, не бойся, девонька, тут недалеко, найдешь старый дом. Марина подхватила дочку и хотела что-то расспросить у этой женщины, только ее уже не было. Оглянувшись по сторонам, девушка немного промешкалась. Ее тревожила незнакомая дорога, уходящая в лес. Немного подумав, Марина с Дашенькой на руках решилась идти. На краю леса дорога перешла в узкую тропинку, еле заметную в траве. Лес встретил их прохладой, пением лесных птиц и запахом цветущих растений. Дорога была приятной и нетрудной. Дашенька на руках у мамы уснула крепким сном. В какой-то момент тропинка разделилась, и Марина не знала, куда идти. Пошла направо, и даже сама не зная, почему. Девушка шла примерно около часа, а лес все не заканчивался, и хутора не было видно, да и тропинки тоже. Руки одеревенели от тяжести. Она поняла, что устала и заблудилась. Марина решила отдохнуть и присела под дерево. Слезы потекли у нее из глаз. Да почему же она такая несчастливая? Из дома ушла, так еще и в лесу заблудилась. И как теперь выбираться? Как искать этот хутор? Вдруг Марина услышала за спиной тихие шаги и хруст веток. Она повернулась. Волк стоял совсем рядом и внимательно смотрел на нее. Ужас застыл в глазах девушки. В этот момент она не думала о себе. Все ее мысли были о маленькой дочке. Но волк не собирался на нее нападать, скорее наоборот, он звал ее куда-то за собой. Это она поняла по его странному поведению. Он то уходил, то снова возвращался на прежнее место. Терять уже было нечего, и Марина пошла за животным. Вскоре они вышли к той самой развилке, где она неправильно свернула направо. Волк пошел по другой тропинке, и девушка последовала за ним. Вскоре показалась полянка, а на ней вдалеке виднелся дом. Волк вошел во двор и направился к большой просторной будке. Это, видимо, было его жилище. Марина постучала в дверь, но никто не отозвался. Тогда она потихоньку вошла в дом. «Вы комнату снять хотите?» Она услышала за спиной нежный женский голос и обернулась. Женщина качнулась и чуть не упала в обморок, но вовремя успела схватиться за дверной косяк. «Любушка, детка, сама вернулась в родной дом. Как ты нашла дорогу? Вы меня знаете?» – удивилась Марина. «Меня волк сюда привел, а я в лесу заблудилась. А это кто?» И она показала на фотографию на стене. Через час она уже все знала о себе. В 90-е ее отец встал на пути какого-то очень властного человека, и тот пообещал жестоко отомстить его семье. Девочку выкрали, а отца убили. Мама ее не вынесла такого горя и наложила на себя руки. Это ее фото висит на стене, вы похожи друг на друга, как две капли воды. Я пыталась тебя отыскать, но все бесполезно. Видимо, тебя гораздо позже подкинули в детский дом, потому что я у них была несколько раз. А может, было все проплачено. Времена тогда были очень гадкие. Так что это твой дом, детонька. Он принадлежит вам по праву. Вот такая жизненная история, а вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, огромное вам спасибо за ваши лайки, теплые и душевные комментарии и подписки. Всего вам доброго!